Сегодня мы проводим пресс-конференцию, посвященную выходу в свет российского варианта книги, которая называется «Прощание с иллюзиями». Ее автор Владимир Познер, известный российский, советский и международный тележурналист, академик телевидения, человек с необыкновенной судьбой, с которым ассоциируется целая эпоха, может быть, в истории нашей страны, а может быть и в истории телевидения. Это выберет сам автор. Но никто лучше него самого не расскажет, о чем эта книга, почему она выходит в свет, почему 20 лет он думал над тем, как издать ее на русском языке. Вам слово, Владимир Владимирович. Спасибо. Добрый день. Я вообще не ожидал, что будет пресс-конференция, посвященная моей книге, или лучше сказать, книжке. Мой добрый друг, к сожалению, ушедший от нас, замечательный писатель Петр Вайль, автор замечательных книг. Я надеюсь, что вы знаете их, в частности, «Гений места», но много других. Как-то мне говорил, что, знаешь, неудобно называть свое писание книгой. Книги писали Толстой, Достоевский, а мы пишем книжки. Вот, поэтому я буду употреблять это слово. История возникновения этой книжки довольно забавная, и я думаю, что может быть для вас интересная. В 1987 году был очередной международный московский кинофестиваль, куда приехал некто Брайан Кан, американец. Ну, он моложе меня лет, наверное, на 15 или около того. Он сын довольно известного американского деятеля, журналиста, сценариста, коммуниста, который во время маккартизма сидел в тюрьме за то, что он отказался назвать знакомых коммунистов. И он отсидел некоторое время, был членом Компартии США. А поскольку он был коммунистом и ярко выражал свою дружбу в отношении Советского Союза, что в Америке было непросто. Его сына приглашали в Советский Союз. И вот маленький Брайан дважды побывал в Артеке. Не знаю, все ли вы помните, что такое Артек, но это был такой очень специальный все-таки пионерский лагерь в Крыму для особо отличившихся пионеров. Ну вот, он пионером не был, но тем не менее. Он тогда, собственно, и чуть-чуть узнал Россию, чуть-чуть узнал русский язык. И вообще сам занимался потом совсем другим. Коммунистом не стал, хотя он скорее человек такого левого либерального толка. Так вот, он приехал на фестиваль вместе с документальным фильмом, который он сделал, посвященный спасению сибирского журавля. Такая птица, который живет то в Сибири, то на Аляске. Он летает туда-сюда. И этот вид находился под угрозой исчезновения. И американские, и советские орнитологи вместе работали и спасли этот вид. И вот об этом был фильм. И мы тогда с ним познакомились. Мой отец хорошо знал его отца, но мы-то не были знакомы. Ну, познакомились, поболтали, то все. Это знакомство оказалось важным, потому что через 2 года, когда я, наконец, став выездным, потому что я долго-долго был невыездным, когда я, наконец, стал выездным, более того, меня включили в делегацию, которая сопровождала Михаила Сергеевича Горбачева в Вашингтон. В качестве журналиста. И вот Брайан Кан, узнав, что я тут, и вернее там, созвонился со мной, чтобы взять интервью. Он работал для одной американской газеты, и взять интервью об этой поездке. Он со мной поговорил. Он был несколько удивлен тем, что я ему отвечал. И он сказал, знаешь, надо, чтобы ты написал книгу о своей жизни. А жизнь довольно, скажем, нестандартная. Я ему сказал, да ладно, никакой книги я писать не буду, да и не интересно мне это, и некогда, это нет, он говорит, надо. Я уехал в Москву, и буквально он через месяц приехал тоже, нанялся журналистом работать в газете The Moscow News и
пришел ко мне и сказал, все, будем писать книгу. Я говорю, ну что значит будем писать? Ну, я тебе буду задавать вопросы, записывать на магнитофоне, и потом расшифровывать и так далее. Я ему сказал, что, ну, хорошо, но только я отказываюсь говорить о своих личных вещах. О политике, философии, там, пожалуйста, но лично нет. Он говорит, ну, как хочешь. И вот в течение довольно длительного времени он приходил каждый день и мучил меня по 3 часа. Я ему чего-то отвечал на эти самые вопросы. И он записал таким образом 40 кассет и увез их в Штаты, расшифровал и привел в некоторый порядок и прислал мне, ну, как бы главы книги. Я это прочитал. Я ему сказал, что, ну, знаешь, ну, пожалуйста, я не возражаю. Вроде бы все соответствует тому, что я говорил. И дальше прошло некоторое время, и Брайан мне позвонил и сказал, ты знаешь, я показал вот эту рукопись очень известному, даже, пожалуй, легендарному американскому литературному редактору. И этот редактор сказал, знаешь, книга очень интересная, может быть. Но если Познер не захочет говорить о себе, о своих личных вещах, то никто этой книги печатать не будет. Ну и я тогда, не знаю даже, как это получилось, но я решил, ну ладно, тогда уж надо писать. Я выкинул то, что Брайан мне прислал, и сел писать эту книгу. И писал ее очень мучительно. Потому что вот она и называется «Прощание с иллюзиями». Это прощание с верой, на самом деле. Я прощался с верой, в которой меня воспитал мой отец. С верой в советскую систему, с верой в коммунизм. В общем, политическая вера – это с одной стороны. И с другой стороны, я разбирался в своих очень сложных отношениях с собственным отцом, которые длились очень долго. И это было тяжело. Ну вот это я все написал, мучительно. И писал, конечно, по-английски, потому что, ну, коль скоро это какие-то воспоминания все-таки, то моя жизнь начиналась ведь не на русском языке. И поэтому я решил, что, ну, вот напишу, а потом переведу. Нашлось издательство. И действительно, издательство очень хорошее. Называется The Atlantic Monthly Press. И книга вышла. Книга вышла. Вот она выглядела вот таким вот образом. Написано «Прощание с иллюзиями». Иллюзии большими красными буквами, как видите. И написано, что необыкновенная жизнь и спорные взгляды главного комментатора Советского Союза Владимира Познера. Надо вам сказать, что я не был главным комментатором Советского Союза, но в Америке-то меня знали очень хорошо, потому что я на самом деле часто появлялся на американских телевизионных экранах как, ну, в общем, как пропагандист. Я работал в главной редакции радиовещания на США и Англию, Гостелерадио СССР. И меня часто американцы приглашали выступить у них в программах, но, разумеется, из Москвы. Никуда меня не выпускали. Но я стал довольно заметным в этом смысле, потому что довольно удачно выступал. Ну, во-первых, говорю как американец, и, следовательно, манера говорить, аргументация была для них неожиданной. То есть я был какой-то странный русский. Вот. И пользовался определенным успехом. Более того, в одной газете как-то, причем известной газете, вышел такой заголовок, что, может быть, Леонид Брежнев и возглавляет Советский Союз, но для Америки главный голос Советского Союза – это Владимир Познер. Это мне не помогло, уверяю вас. Вот, короче говоря, вот так вышла эта книга. Вот эта вот книга, тут я могу сказать вот эту вот, 12 недель продержалась в списках бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», что вообще неслыханно, потому что, во-первых, автор иностранец Владимир Познер, во-вторых, эта книга, так сказать, не детектив, не шпионская, не про КГБ, особого секса нет, хотя немного есть. Вот. И было странно, что вот такой, это был большой успех. В 2008 году я, наконец, книгу перевел. Перечитал и понял, что она в таком виде выйти не может, потому что
очень много изменилось в мире, и не только в мире, но в том, что я думаю, и в моем отношении. А как быть? Конечно, я мог ее, в кавычках, осовременить. То есть написать ее заново как бы и сделать вид, что вот уже тогда я все уже понимал, что будет через 18 лет. Ну, это не совсем честно, правда? Это другая книга. Да я и не хотел. Я хотел, чтобы российский читатель, мой зритель, читал ту книгу, которую я написал тогда. А как это сделать? Я опять думал года 2 и решил, что я введу в текст другим шрифтом комментарии по поводу того, что там написано, ну и по поводу сегодняшнего дня. Что я и сделал. Это еще потребовалось примерно 1,5 года. Ну и в результате вот вышла вот эта вот книга уже. Это некий итог. И в какой-то степени, ну, можно сказать, в какой-то степени, как бы это сказать, ну, некоторая исповедь, что ли. Первая книга – это прощание с иллюзиями, которые касались Советского Союза и которые касались моего отца. Вторая книга – это прощание с иллюзиями еще и с Америкой. Мое отношение к тому, что происходило тогда, и мои надежды, и мои иллюзии, они все есть в этой книге. Они все есть. И мое разочарование, признание ошибок моих, тоже все есть. Я действительно ошибался, когда я полагал, что такая страна, как Советский Союз, тогда это еще был Советский Союз, может вот так быстро, в одночасье стать демократической страной. Я просто не отдавал себе отчет в том, что это нереально, что страна, которая никогда не была свободной, в которой никогда не было демократии, вдруг, буквально за 2, 3, 4 года может стать таковой.